Радиоактивные люминофоры были изобретены в начале 1900-х. Ну, примерно, так скажем, в часы они пришли где-то в 1910 году. С чем это было связано? Да просто с тем, что был, в общем-то, обнаружен такой материал, как радий. Радий, он по сравнению с многими другими радиоактивными веществами, он обладает достаточно таким, ну так скажем, средним периодом полураспада, это где-то примерно 1000 лет, который позволяет получать достаточное, так скажем, энергетическое, мощное излучение, радиоактивное излучение, естественно, при небольшом объеме самого материала. Это было 1900-е, начало 20 века. Тогда это был, так сказать, прогресс, это было классно, всем нравилось, даже делали люминесцирующие лаки для ногтей или там для зубов, в общем-то, люди веселились как могли. Потом обнаружили, что это все не очень хорошо, так сказать, начинаются проблемы со здоровьем, это если еще мягко сказано. В принципе, даже если говорить о часах с радиовой разметкой, которые производились примерно в первой половине 20 века, то если аккуратно с ними обращаться, ну то есть просто надевать на руку, не класть, допустим, под подушку, когда спишь, не вскрывать эти часы и лучше не разбивать, естественно, то ничего страшного не происходит. Там, в общем-то, минимальная доза радиации, которая, большого урона организму не составит. Самое опасное – это сам материал, который сохраняет мощные радиоактивные свойства в течение, как я уже сказал, 1000 лет. Поэтому циферблат не ковырять, вообще лучше часы не вскрывать. Это все относится к тем часам, которые производились примерно до конца 60-х, начала 70-х, когда все это дело закрыли и быстренько отменили. Сначала в Европе, потом и в нашей стране перестали это делать.